Привет, друзья, с вами Алексей Стеклов. Мы находимся в сервисе, и у нас вторая часть по установке нашего нового, точнее давно забытого старого фильтра от 4-литрового бензинового Nissan Pathfinder. Предыдущее видео прервалось на том, как я поехал покупать, искать патрубки, потому что у меня не подошел штатный. В итоге мне пришлось из силиконовых патрубков собрать полностью впускной тракт, потому что, несмотря на утверждение многих знатоков Nissan Pathfinder и двигателя UD25, наша штатная гофра не подошла ни под каким углом. И в этом видео я покажу вам, из чего состоит вся эта конструкция, а самое важное, я покажу, чем она лучше нашего штатного воздушного фильтра для двигателя UD25. Поехали! Основная сложность установки силиконовых патрубков на впуск — это, конечно же, вентиляция картера. Плюс линия управления вакуумом, геометрии турбин. Соответственно, на вход в турбину ставится тройной патрубок. Я нашел только такое решение. К сожалению, возможно, вы найдете сразу с выходом на нужный вам диаметр. Это будет даже лучше. Мне пришлось городить вот такой вот огород. Базовое проходное сечение патрубка тройника 70 мм. Дальше переход на муфту также 70 мм. Соответственно, здесь мне пришлось городить и выход на клапан управления геометрией турбины, и на вентиляцию картера. Прикручиваем весь этот стимпанковский девайс на место и двигаемся дальше. Проверяем старым дедовским методом на отрыв. И сразу соединяем выход управления клапаном турбины. Можно, конечно, сделать покороче, но я пока оставил так. Вторым патрубком необходимо поставить верхний для точного его расположения. Это патрубок 45 градусов с переходом от 70 на 85, с длиной плечей по 150 мм. И здесь я его отрезал по месту. Надеваем крышку фильтра на место. И насаживаем наш патрубок, чтобы выдержать правильный угол. И фиксируем хомутом. Датчик массового расхода воздуха, как я говорил в предыдущем видео, переставляется без всяких изменений, без всяких проблем от нашей штатной системы. Плюс с проводкой ничего не нужно делать, все и так нормально достает, все и так нормально подключается. Следующий участок у нас переход от воздушного фильтра на турбину. Здесь идеально подойдет патрубок диаметром 70 мм, углом 90 градусов и с плечами по 150 мм на каждую сторону. Накидываем хомуты и насаживаем на место. И вишенкой на торте является наш маслоуловитель. Подробное видео о нем смотрите у меня на канале. Расставаться с ним я так и не собираюсь. Ну а теперь одеваем курточку, выкатываемся на улицу и проверяем, как все это работает. В воздушный фильтр я поставил тот самый датчик, который вы видели в предыдущем видео, и как он работал, и как он заполнялся почти на полный объем при раскрутке двигателя до отсечки. А на этом, друзья, все. Данный фильтр демонтируется вместе с впускным трактом и уезжает в Василию. А в одном из следующих видео смотрите, какую основную ошибку совершают владельцы вот таких вот вакуумных насосов при замене масла через щуп. И чтобы это не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте. Пока.
Регулятор управления генератором. Геометрии турбины.